Наконец-то пятница. Какие у тебя планы на выходные? Что будешь делать? Планы на выходные. Элементарный вопрос, да? А также хорошая тема, которую можно обсуждать каждую неделю. Если сейчас вы чувствуете, что вы не знаете, как и что отвечать на этот вопрос, или если вы каждый раз говорите одно и то же, и вам это надоело, или если вы вообще с трудом поняли, что я сказала, то это видео для вас. Сегодня мы потренируем фразы, вопросы и ответы. Потом вы послушаете диалог, а в конце концов вы будете говорить со мной. Готовы? Давайте начнем. Здравствуйте, меня зовут Мария, и если вы учите русский язык как иностранный, добро пожаловать! Не забудьте подписаться на мой канал. Здесь много интересного и полезного для вас. Какие планы на выходные? Какие планы на выходные? Это хороший вопрос, чтобы начать разговор в пятницу, например. Какие планы на выходные? Повторяйте вместе со мной. Какие планы на выходные? Какие планы на выходные? Конечно, могут быть и другие варианты. Полная версия этого вопроса. Какие у тебя планы на выходные? Какие у тебя планы на выходные? А теперь попробуйте послушать меня, не читая текст. Какие у тебя планы на выходные? Услышали? Поняли вопрос? Отлично. Вы, наверное, слышите, что когда я говорю быстро, слова звучат немного не так, как они написаны, да? И поэтому хорошая идея каждый раз сегодня сначала слушать и читать, и повторять, конечно, а потом попробуйте не смотреть на текст, смотреть только на меня и попробовать услышать все эти фразы. Хорошо? Итак, другие вопросы, которые мы можем задать. Что ты будешь делать в выходные? Что ты будешь делать в выходные? Или, когда мы говорим быстро, что ты будешь делать в выходные? Что будешь делать в выходные? Когда мы говорим быстро, мы часто пропускаем «ты». Что будешь делать в выходные? А также вы, наверное, слышите, что «будешь» звучит немного по-другому. Когда я говорю быстро, я почти не произношу «д». Что ты будешь делать в выходные? Сейчас, внимание, если вы еще начинающий студент и вы говорите медленно, вам не нужно так говорить. Лучше говорите медленно, четко и понятно. Ну а если вы уже такой продвинутый, уверенный в себе студент, вы тренируете произношение, тогда можете попробовать. Что ты будешь делать в выходные? Отлично. Вместо «будешь» мы можем также использовать «собираешься» или «планируешь». Что ты собираешься делать в выходные? Что ты собираешься делать в выходные? Или что ты планируешь делать в выходные? Что ты планируешь делать в выходные? Как можно ответить на эти вопросы? Здесь, конечно, может быть очень много вариантов, и я просто дам вам несколько моделей, которые вы можете изменить так, как вы хотите, так, как вам нужно. Очень хороший ответ, универсальный практически. Ничего особенного. Ничего особенного. Сейчас, когда еще во многих странах карантин,
или локдаун, и мы не можем пойти в музей, или на выставку, или в ресторан, мы часто не делаем ничего интересного. И в этом случае очень хороший ответ – ничего особенного. Ничего особенного. Когда люди говорят быстро, ничего часто превращается в ничего. Ничего особенного. Ничего особенного. Лично я так не говорю, по-моему. Но вы можете это услышать. Чтобы рассказать о своих планах на выходные, вы можете использовать будущее время. В выходные я буду убирать квартиру. Или в выходные я буду сидеть дома и читать книги. Все выходные я буду смотреть сериалы. И так далее. Обратите внимание, что здесь мы все время используем имперфект НСВ. Буду плюс инфинитив НСВ. Вместо буду, опять-таки, можно сказать собираюсь или планирую. Я планирую убирать квартиру. Я собираюсь сидеть дома и читать книги. Если у вас есть планы и вы куда-то идете, используйте форму «я пойду». Я пойду. Например, в субботу я пойду в магазин. Мне нужно купить новое платье. Или в воскресенье я пойду на выставку. Или другой вариант – я схожу. Может быть, я схожу в кафе. Если вы встречаетесь с друзьями и планируете делать что-то вместе, говорите «мы с друзьями». Мы с друзьями. Это значит я и мои друзья. Но обычно мы говорим именно так. Мы с друзьями. Мы с друзьями пойдем в кино. Или мы с мужем идем в ресторан. Мы с друзьями, мы с мужем, мы с женой, мы с детьми и так далее. Если у вас не очень интересные планы на выходные и вы не очень рады, что вам нужно будет делать что-то, в этом случае можно использовать фразу «мне придется». Мне придется. Например, мне придется убирать квартиру в субботу. Мне придется идти в магазин, а я ненавижу шопинг. Мне придется, значит, что я должна это сделать, но я не очень хочу. У меня нет выбора. Что еще? Очень важно, когда мы разговариваем, не только задавать вопросы и отвечать, но и реагировать на слова другого человека. Да? Если ваш собеседник говорит что-то интересное, вы можете сказать «Ух ты, здорово!» или «Круто, везет тебе!» «Классно, отлично, здорово!» Все это позитивные реакции на слова другого человека. Ну а если ваш собеседник говорит о том, что ему придется убирать квартиру все выходные, не нужно так реагировать. Можно сказать что-то вроде «Ой, мне бы тоже это не понравилось». «Ой, мне бы тоже это не понравилось». Можно также добавить «Ну, что делать? Что делать?» Здесь «что делать» — это не вопрос, это такое выражение, которое значит, что иногда у нас нет выбора. Иногда мы должны делать что-то, что мы не хотим. Такова жизнь. Что делать? Обычно еще мы делаем вот такой жест. Что делать? Ну и, наконец, в конце диалога, когда вы прощаетесь, кроме «пока» или «до свидания», можно сказать «хороших выходных». Хороших выходных. Ну что, готовы собрать все эти фразы вместе? Для начала послушайте диалог, который я для вас подготовила. И обратите внимание на все эти фразы. Вопросы, ответы, реакции. Итак, послушаем. Наконец-то пятница. Какие планы на выходные?
Что будешь делать? Ничего особенного. В субботу буду дома, как обычно, буду убирать квартиру. А в воскресенье мы с друзьями сходим куда-нибудь. Здорово! И куда вы пойдете? Скорее всего, на пикник в парк. Надеюсь, что будет хорошая погода. Ух ты, везет тебе! А ты что планируешь? Даже не спрашивай. В понедельник у меня экзамен, и поэтому все выходные мне придется сидеть дома и готовиться. Ой, мне бы тоже это не понравилось. Но что делать? Да. Ну ладно, я пойду. Хороших выходных. Спасибо и тебе. Удачи на экзамене. Пока. Спасибо. Пока. Ну как, все услышали? Все понятно? Готовы говорить со мной? Готовы использовать все эти фразы? Я, конечно, не знаю, что вы будете мне отвечать, поэтому я буду писать вам небольшие подсказки на экране. Хорошо? Давайте попробуем. Наконец-то пятница. Какие планы на выходные? Что будешь делать в субботу? Ух ты, здорово! А в воскресенье? Ой, мне бы тоже это не понравилось. Ну, что делать? А я не знаю. Наверное, мы с мужем сходим в кафе, погуляем по городу. И все. Ничего особенного. Ну ладно, я пойду. Хороших выходных. Ну что, получилось? Если нет, не волнуйтесь, попробуйте еще раз, послушайте еще раз диалог, потренируйтесь. А сейчас напишите в комментариях, какие планы на выходные, что собираетесь делать. Всем хороших выходных и до встречи в следующем видео. Пока!